Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и как всегда мы говорим о самых главных и самых интересных событиях в мире футбола. Конечно, главное сейчас в то, что происходит в футболе, это отборочный цикл чемпионата мира 2014 года, который пройдет в Бразилии. И сейчас наступила пора очень интересных, ну я не скажу, что решающих, но во многом определяющих игр, от которых будет зависеть турнирный расклад. Сборная России принимала одну из лучших сборных мира, сборную Португалии, которую возглавляет один из лучших игроков, соответственно, мира Криштиану Роналдо. И очень, конечно, российские болельщики ждали приезда этой сборной, и хотелось уже посмотреть на то, на что способна сборная Фабио Капелло, сборная России в игре вот с таким очень серьезным соперником. Наверное, как уже многие знают, сборная России одержала победу со счетом 1-0. Уже в самом начале игры Александр Киржаков, воспользовавшись прекрасной передачей Широкова и очень неудачной игры центральных защитников сборной Португалии, забил единственный мяч в этой игре. И затем сборная России сумела эту победу отстоять. Вот этот результат и та игра, которую показала сборная России, вызвала довольно неоднозначную реакцию со стороны СМИ, специалистов, футбольных и болельщиков. Ну, большинство, конечно, довольны этой победой, несмотря на то, что большую часть игры сборной России пришлось отбиваться, прямо скажем, от атак португальцев, да и могли португальцы сравнять счет, особенно сразу после забитого россиянами мяча. У португальцев были хорошие моменты, особенно много их возникало после навесных передач. Очень здорово португальцы играют в воздухе, что у чужих, что у своих ворот. И вот после этих передач, конечно, счет мог и сравняться. Ну, большинство все равно склонны сейчас превозносить и Фабио Капелло, и сборную России, и заслуженно, наверное, говорить о том, что Фабио Капелло удалось за очень короткий период создать очень боеспособную команду, которая на равных играет с лучшими сборными мира, коей является Португалия, безусловно. Сыграла ли Португалия в свою силу? Да, в общем, сыграла. На самом деле, ну, может быть, это была не самая выдающаяся игра в исполнении этой сборной, но, в общем, она была в порядке, играли здорово. Ну, можно сказать, что Криштиану Роналду слишком много спорил с судьями, но это его манера игры, он всегда так играет. При этом все равно, наверное, ну, не лучшая игра, опять-таки, Криштиану Роналду, зато, наверное, очень хорошую игру выдал Нани из Манчестер Юнайтед, который затерзал просто на левом фланге защиты Камбарова. Пришлось даже Фабио Капелло вносить изменения в игру. Ещенко он выпустил свежего против Нани, и стало немножко полегче. Но в целом игра португальцев, в общем, была на уровне. Сказать, что они провалили этот матч, конечно, нельзя. Но есть люди, которые говорят о том, что та игра, которую показала сборная России, это игра такая, ну, однодневка на результат, где-то повезло, что добились этой победы, и что долго такого везения и такой игры не будет хватать для того, чтобы периодически набирать очки в играх с сильными соперниками. Ну, в частности, Евгений Ловчев, известный наш в прошлом футболист, а ныне обозреватель футбольный, специалист, который высказывается всегда очень резко, всегда очень прямо по поводу того, что видит на поле. И вот он очень серьезной критике подверг и игру сборной, и то, что сейчас делает Фабио Капелло. Подчеркнул он прежде всего то, что игра сборной России строилась от обороны, и она не яркая, что на такие игры перестанут ходить болельщики и так далее. Ну, в общем, болельщиков пришло достаточно много на эту игру, и болельщики уходили довольны. 70 тысяч собрал Лужники, не часто увидишь такую аудиторию у нас на футболе. Большинство из тех специалистов, болельщиков, с которыми я разговаривал, да это можно посмотреть и в блогах, и на гостевых книгах, довольны игрой. И несмотря на то, что сборной России, в общем, пришлось довольно серьезно обороняться, иногда отбиваться, но
Все подчеркивают, что делалось это организованно. Не согласен я здесь с Евгением Серафимовичем, что просто абы как отбивались. Нет, ну, был пару раз пожар, конечно, в обороне, но в игре с такой сборной такое бывает. А так, игра в обороне выстроенная у Фабио Капелло. И вообще есть ощущение, да и не только ощущение, но и видение того, что Фабио Капелло знает, что он делает с этой сборной. Мне нравится игра, которую сейчас прививает Фабио Капелло. Да, может быть, она вот именно в игре с Португалией была не очень зрелищной. Но, во-первых, команда на 6-й минуте уже забила гол. И, соответственно, в игре с такой командой вряд ли стоило шашки наголо бежать в атаку и пытаться там забивать 3 или 4 мяча сборной Португалии. Скорее всего, произошло бы наоборот, да, и пропустили бы в свои ворота. Очевидно, что любая команда, даже может быть другого класса, нежели Россия, забив португальцам на первых минутах, все равно отошла и стала бы играть от обороны. Может быть, более организованно, может быть, атаки были бы более там, резкие и более опасные, но построение игры, вот сам формат игры был бы именно такой. Поэтому, мне кажется, очень трудно в данном случае обвинять сборную России в том, что она сыграла вот в оставшуюся часть от обороны. При том, что и во втором тайме были моменты, правда, ну, больше во второй половине уже второго тайма отвечали на атаки. Может быть, не так часто и не так остро, как хотелось бы, но в любом случае. А главное, команда была выстроена именно на решение той задачи, которая была. Что было бы, если бы сборная России не смогла забить первой, а, не дай бог, пропустила бы первой? Ну, это, знаете, как история, футбол не знает сослагательного наклонения. Получилось так, как получилось. Результат замечательный. В 3 играх команда много забила и вообще не пропустила ни одного мяча. Мне кажется, что это очень достойный результат. Мы сделали очень серьезный шаг и очень серьезную заявку на то, чтобы выйти из группы. Сейчас вот матч с Азербайджаном, который вот буквально на днях состоится. И, конечно, с одной стороны, он должен показать, нет ли каких-то шапкозакидательских настроений у сборной. Хотя, зная манеру Фабио Капелло и его влияние на футболистов, мне кажется, что футболисты сборной России выйдут на эту игру отмобилизованными и будут играть на победу так, как надо. Ну, конечно, игра покажет, посмотрим. Сборная Азербайджана показала в игре с Израилем, что это довольно крепкий орешек, крепкая команда, сыгранная и с португальцами. Сборная Азербайджана до 70-х минут держалась, играла в ничью. В общем, постараться придется. Довольно сложный матч ждет сборную России, но то, что она может на своем поле победить сборную Азербайджана, у меня не вызывает сомнений, так же, как и у многих, я думаю. Хотя футбол есть футбол, и посмотрим, как сборная России сыграет и как себя покажет сборная Азербайджана. О других матчах в других группах, интересных результатах, в том числе и команд с Кавказа, мы поговорим с вами в следующей части нашей программы.